Привет! Небольшая зарисовочка о гидности и самостоятельности, знаете, о том, о самостийности. В сентябре 2015 года украинская власть запрещает въезд на территорию Украины ряду журналистов. И в их числе журналистам BBC. Ну, запретили и запретили, знаете, это наша страна, мы сами решаем, кто составляет угрозу для нас, кто не составляет. В общем, решили и решили. Ну тут Британия говорит, слышите это, ребята, как бы вытрите пот. Мы вам предлагаем отменить ваше решение. И сначала говорят, что обеспокоена BBC, там корпорация. Потом был ряд заявлений, что возмущена, ребята. И вот уже чего изволите, Порошенко поручил отменить санкции против журналиста BBC. Более того, BBC это моя практически любимая вообще это самое. Свобода прессы для меня абсолютная ценность. Смотрю на это честное лицо и понимаю, что да, действительно, для него свобода слова – это ценность. Свобода слова для иностранных журналистов. Вот так скажем. Свобода слова может быть использована только иностранными журналистами. В общем, отменяет. Тут награждение. Вы уже, конечно же, об этом слышали. Орденом Свободы. Помимо Чубарова, он достоин был, наградили еще одного человека. Не одного даже, но в числе остальных, а там это клоунские награждения продолжаются, скажем так. Наградили Квасновского Василия Петровича, общественно-политического деятеля, Тернопольская область. Ну, наградили и наградили, значит, посчитали нужным его наградить. Значит, на самом деле он просто своими потрясающими художественными произведениями подвигнул нас, или сподвигнул, или, в общем, захотели и наградили. Но главный раввин Украины говорит, слышите, а вы что, а вообще окабанели, вы кого наградили? Вы антисемита наградили. Вы что, вы скандала хотите? Сейчас Израиль подключится. Вы что, вообще офигели? И внезапно оказывается, что это все была ошибка просто. Администрация президента отобрала сразу орден у этого подлого антисемита. Техническая ошибка. Бывает же такое просто. Бывает. Серьезно, редко, но бывает. Знаете, и фамилия, имя, отчество, как бы, и отпечатали документы на его имя. Техническая ошибка. Просто кто-то, знаете, ошибся. Секретарша. Это же такая мелочевка. Орден Свободы по значимости сегодня в Украине равен практически гражданству. Вот чепуха. Ошиблись, отменили. И вот вдруг, ну как вдруг, не вдруг как раз таки, а вполне логично запрещается въезд мэру Перемышля. Более того, СБУ объясняет, за что. Мэр Перемышля откровенно и целенаправленно разжигал межнациональную рознь. Откровенно и целенаправленно. СБУ. Запретили и запретили за разжигание межнациональной розни. СБУ врать не будет. СБУ запретили, короче, но вдруг поляки говорят, слышите, ребята, отмените, пожалуйста, запрет. Ну, побыстрее. Потому что если вы не отмените, то проблемы будут. Это Польша говорит Украине. Без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества. И не будет вам больше коврижек. Польских всяких, знаете, выпечки, короче, не будет вам больше. Что вы думаете? Да, правильно. Самостійні и незалежні. Украинская власть, а в частности СБУ, заявляет, что отменен запрет на въезд мэру Перемышля. И уже ничего он не разжигает и не целенаправленно, может случайно там получилось. Бывает всякое. Более того, пресс-секретарь СБУ заявила, что он там вроде бы как дал оценку. Никто не видел этой оценки, если честно. Может быть, где-то дал, но он же откровенно и целенаправленно разжигал еще вчера. В общем, к чему я это? К чему? Знаете, вот эта вот напыщенность вся, вот эти щеки надутые, такие мы такие, все, вот заявление от украинской власти не стоит ничего. Это ноль просто, потому что более слабее эту власть я не видел. Не, ну как, они сильны по отношению к своему собственному народу. Своих можно нагибать, своим можно поднимать тарифы, они ни на улицу не выкатят, знаете, как горох. Не, они будут платить. Почки будут свои продавать и будут платить. Уши будут себе отрезать, в качестве сувениров предлагать, но будут платить. Падлы, их сажать можно. Можно рты закрывать журналистам местным. Можно СМИ вообще закрывать. Можно сжигать СМИ. Что хочешь можно делать. Но вот когда из-за границы что-то скажут, тогда быстро, как бы, знаете, хвост поджал и исполнять. Исполняй, собака. Гідні і незалежні.